Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Сначала в Японии, а затем в Европе стали популярны десерты с добавлением чая матча, или, как его называют в Японии, маття. И сегодня мы приготовим замечательный торт тирамису с этим чаем. Его прекрасный вкус, замечательное послевкусие и оригинальный вид надолго удивит ваших гостей. Первым делом мы берем чистые, мытые куриные яйца и отделяем желтки от белков. В белки добавляем щепотку соли и начинаем их взбивать в плотную пену. Когда белки начали взбиваться, добавляем половинку сахара. Белки взбили в плотную пену, а в желтки мы кладем оставшийся сахар и размешиваем все венчиком. Размешиваем до тех пор, пока желтки не поменяют свой цвет на более светлый. Желтки с сахаром объединились. Мы добавляем в них одну небольшую часть белков и еще раз все перемешиваем вместе. В полученную яичную смесь мы насыпаем муку и 2 чайные ложки чая матча. Все просеиваем. Частями добавляем белки и все деликатно перемешиваем кулинарной лопаткой движениями снизу вверх. Полученный бисквит с зеленым чаем выкладываем на противень, высланный кулинарной бумагой. Выравниваем бисквит по всей поверхности. Убираем бисквит в духовку, разогретую до 200 градусов на 10-12 минут. Все зависит от мощности вашей духовки. Прошло 12 минут, и мы достаем бисквит, кладем на стол, присыпаем сахаром и даем ему остыть. Кулинарным кольцом, а если у вас нету кулинарного кольца, то можно просто взять разъемную форму без дна. Вырезаем из остывшего бисквита 2 круга. Один побольше для основания торта, а второй поменьше для центрального слоя торта. А из остатков бисквита можно при помощи маленьких формочек сделать маленькое бисквитное печенье. Приступаем к приготовлению крема для торта тирамису. Для этого мы берем свежие мытые яйца. Желательно, чтобы им было не больше 4 дней. И желтки отделяем от белков.
В желтки насыпаем сахарную пудру. И размешиваем венчиком до изменения цвета желтков. Желтки должны побелеть. Размешанные с сахарной пудрой желтки мы ставим на паровую баню и, продолжая постоянно размешивать, доводим до температуры 70-75 градусов. Это мы делаем специально, чтобы заварить желтки, потому что очень многие боятся в креме сырых яиц. И пока желтки остывают, я беру листовой желатин силой 160 блум. А если у вас нет листового желатина, вы можете взять обычный гранулированный. Но тогда смотрите, как его разводить, написано на этикетке. И замачиваю в холодной воде. В остывшие желтки добавляем сыр маскарпоне и размешиваем венчиком. Маскарпоне с желтками размешали. Смотрите, нету ни одного комочка. Отставляем в сторону и начинаем взбивать сливки. Взбивать сливки надо сначала на средней скорости, а потом постепенно ее увеличивать. Слишком сильно сливки взбивать не надо, а то они рискуют у вас превратиться в масло. Прошло 10 минут, и желатин набух. Я отжимаю его от воды. Отжатый от воды желатин я уберу ровно на 5 секунд в микроволновую печь. Если у вас нет микроволновой печи, можете его просто в кастрюльке разогреть на плите. Один, два, три, 4, 5. Достаем. Желатин наливаем в крем и размешиваем. Добавляем в крем взбитые сливки. И размешиваем. А для пропитки бисквитных коржей я сделаю немного сладкого чая матча. Для этого в чашку насыпаю сахар, кладу 1 ложечку чая, наливаю немножко горячей воды и все размешиваю. Начинаем собирать домашний торт тирамису. Для этого на подставку я ставлю кольцо, ну а вы, если используете, то разъемную форму. Выстилаю ее края кулинарной пленкой, или ее еще называют лентой. Если у вас ленты нет, то не беспокойтесь, можно справиться и без нее. Только потом, когда будете доставать торт тирамису, обязательно оберните его теплым полотенцем, и тогда вынимайте из формы. Кладу основание торта. Промазываем чаем матча основание торта. Кладем слой крема. Разравниваем его. Сверху на слой крема кладем еще 1 слой бисквита.
и промазываем его чаем. А сверху кладем еще один слой крема. И тоже его выравниваем. Собранный торт тирамису мы убираем в холодильник минимум на 4 часа, но лучше убрать на всю ночь. В Италии десерт тирамису едят с утра и до позднего вечера. Все дело в том, что итальянцы считают, что этот десерт придает им энергии и сил. Тирамису, вознеси меня, именно так переводится это слово. Тирамису, воскликнул кондитер в маленькой кондитерской города Тревизо, что рядом с Венецией, который придумал этот ставший всемирно известным десерт. Но у нас прошло 4 часа, и наш торт тирамису пора доставать из холодильника. Снимаем с него форму. И убираем пленку. Сначала сверху мы торт тирамису присыпаем сахарной пудрой. А теперь мы наш торт поверх сахарной пудры присыпаем чаем матча. Разрезаем торт. Вот такой вкусный, ароматный, воздушный торт тирамису с чаем матча приготовили мы. Если вам понравился этот наш рецепт, то смело ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!